Всем привет! Приехали в город-герой Мурманск. Атомный ледокол Ленин, музей. Сейчас будет рыбалка на ежей. Попробовали бы ежей. Цены на рыбу в Мурманске. Главная площадь Мурманска, площадь 5 углов. Так она выглядит. Деловой центр Арктика. В нем находится отель Азимут. Хороший отель. Ночевали в нем, как-то нам понравилось. Единственное, мне непонятно, почему главную площадь Мурманска не облагородили. То есть здесь какая-то земля со щебенкой. Универмаг Волна. Тоже популярное место в городе. Когда проходят праздничные мероприятия, здесь устраивают большие ярмарки, широченную прогулочную улицу. Все очень весело и красиво. По праздникам центр города перекрывается, и здесь устраивается выездная торговля, ярмарка. Сможете перекусить, поесть шашлыка, что-то интересного прикупить. Продаются детские подарки, сувениры, шарики, рыба. Мурманск все-таки портовый город, здесь есть рыба. Рыбу в Мурманске рекомендуем брать вот в этом магазине рыбный. Здесь хорошие цены и качество неплохое. Сами берем постоянно. По городу несколько таких магазинов есть. Цены на рыбу в Мурманске. Ёрш холодного копчения 510. Зубатка 840. Зубатка холодного копчения 740. Вкусная, кстати, очень. Такой ёрш по 700 килограмм. На севере вкусно. Фудкорт. Мурманский фудкорт. Так выглядит. Цены. Курица в сырном соусе 270. Пироги мясной с овощами 270, слойка 70. Праздники в Мурманске симпатичные. Обстановка приятная, люди веселые, довольные. Детский велозабег в Мурманске. Давайте по песку едем за Светой, да? Поехали! Находимся у памятника защитников советского Заполярья, именуемый местными памятник Алёше. Здесь всегда дует сильный ветер, так что одевайтесь теплее, иначе замерзнете. Кольский залив красиво отсюда смотрится, порт. Памятник Алёше — огромное сооружение в высоту 35 метров. Около него вечный огонь. Построен он в 1974 году. Смотрится очень внушительно. От него открываются шикарные виды на Кольский залив, на сопки. То есть, если хотите увидеть северную природу свысока, то приезжайте сюда обязательно, посмотрите. В ясную погоду здесь очень красивые виды. Город Мурманск не зря получил статус города-героя. Во время Великой Отечественной войны гитлеровской Германии на город было сброшено порядка 178 тысяч авиабомб различных, зажигательных и различных типов. Это при населении города на тот момент 120 тысяч человек. По плотности нанесенных авиаударов Мурманск находится на втором месте после Сталинграда. Город был полностью сожжен дотла, так как много было строений деревянных, то из них остались только печные трубы. Но несмотря на это, город выстоял, не сдался, успешно оказывал сопротивление, и через него шли поставки продовольствия, оружия по ленд-лизу.
что было немаловажно для победы. Если бы Мурманск немцы захватили, они планировали захватить Мурманск за 2-3 суток после начала войны, но им это не удалось, несмотря на численный перевес и то, что на это направление были брошены отборные егеря немецкий, элита немецких войск на тот момент. Но мурманчане выстояли и успешно вели оборону до конца войны, а потом перешли в наступление. Пришли на морвокзал, сейчас будет рыбалка на ежей. Ловим ежа. О, такой красивый. Один ежик стоит 250 рублей. Его тут же нам и разделают. Сервис. И мешка вы не будете, да? Нет, пока ежика вот такой он. Обычно? Да, конечно, конечно. Да. Вот это? Сейчас. А вот это у него пупа. Вот он бедняга, кнопку пупа всю жизнь. Всю Мы жизнь. его аккуратненько прокалываем и выпускаем внутри пластмассы. А ему не больно? Ему нет, у него нет нервных окончаний. А, у него нет нервных окончаний, поэтому за ежа можете не переживать. Мы выпускаем внутри пластмассы жидкость, это просто морская вода с высоким содержанием йода. Разрезаем по периметру. Внутри лежат две системы жизнеобеспечения. Это система пищеварения. Питается он, кстати, ламинариями, водорослями. Вот. И система размножения, то есть икра, которую вы будете есть. Это икра. Да. Желтая, оранжевая, да? Мышенервная система, то есть мозга у ежей нет. Знаете, в этом плане на некоторых людей похоже. Мозга нет, а размножение пищеварения развито. Да. А говорят, они очень полезные, да, икра? Да, это правда, у них очень много йода. Живут они, кстати, долго. Я не про людей без мозгов, если что. Ага. А ежи некоторые особи по 20 лет. А вот этому, например, сколько? Этому не так много. Это наш, кстати, стереберки нам приводят. Есть еще, вот, я знаю, камчатский еж. Там можно пробовать. Как определить возраст ежа? Как вы определяете? Количество иголок. Нет, я лично не определяю возраст ежа, но просто можно проверить живой ногу. Можно иголку, но можно посмотреть, насколько вот они вот Ну, они шевелятся, да, я плотные, знаю. да, шевелятся. Но если он будет уже в плохом состоянии, они у него просто все уйдут. А его есть можно именно живым каким-то? Да, в свежим? сыром виде. Да, едят его в сыром виде, так что сейчас нам разделают и проэкспериментируем Да, я вам на Кате. могу попробовать в 4 разных вкусах, и какой-то вам обязательно да понравится. Это даже все 4 вам понравится? Выглядит так, как будто не понравится. А 4 вида вкуса это разные ежи или это? Нет, это вот А, да, способы подачи. Способы подачи. Давайте попробуем в 4 видах ежа. Спрашивается, он только морской водой, а иначе обычная проточная вода разрушает его структуру. Сполоснули морской водой. Прошу, берите ложечку. Сейчас я вам скажу, как правильно он употребляется. Вы берете буквально вот одну Ешь я ложечку, потом. кладете ее на язык. Потом вы раскатываете по нему языком, опускаете между передними зубами, как будто вы получите его, и только тогда раскроете его настоящий вкус. Многие не знают, что большинство вкусовых рецепторов человека находится в передней части рта. Мгм. Мы как обычно жуем, глотаем, Мгм. чтобы снова проживать и снова проживать. Ну как тебе еж? Вкусный еж. Так, давайте снова. Важно и главное правильно употреблять. Вот. Мы С добавляем лимончиком. каплю лимона. Лимон насыщает вкус. Мгм. И Там что-то шевелится. вот. Мы добавляем всего каплю, чтобы этот вкус не перебивать. Это все еще вкусно. Вкусный еж. Ладно. Давайте то же самое, только теперь с Тоже каплей щас. соевого соуса. Соевый соус, и потом еще что будет? Какое? А потом и соевый соус, и лимон. А, и вместе. то, и то. Понятно. В общем, Да. имейте в виду. Захотите попробовать ежа, попробуйте его совсем.
на морской вокзал Мурманска можете добраться проще всего на такси, либо на 19-м автобусе. Вот он останавливается прямо у морского вокзала. Имейте в виду. На морвокзале в Мурманске на вечной стоянке стоит уникальное судно – атомный ледокол «Ленин». Это первое в мире судно надводное с ядерной силовой установкой. Сейчас на ледокол активно водят экскурсии. Стоимость билета взрослого 400 рублей, пенсионный 200, детский 100. Правда, из-за коронавируса сейчас экскурсии приостановлены, но в обычное время экскурсии туда идут. Если будете в Мурманске, обязательно сходите. Экскурсия очень хорошая, узнаете историю атомного ледокола. Судно, как я уже сказал, уникальное. Гуляем по Мурманскому лесу. И вы спросите, где же лес? А вот эта вот растительность, это не кусты, это северные деревья. Называются карликовые березы. То есть вот высота дерева полноценного, сантиметров 20. Может быть, иногда до 30 сантиметров вырастают. Все потому, что 8 месяцев в Мурманске длится зима. Оставшиеся 4 – холодное лето. Есть, конечно, и побольше березки, но тоже они не сравнятся с березами в средней полосе и на юге России. В Мурманске также находится памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Выполнен он из рубки Курска, затонувшего в результате трагедии в 2000 году в Баренцевом море. Это часть рубки Курска. Есть даже надпись «Фрагмент ходовой рубки АПЛ Курск». Здесь указаны моряки-подводники, погибшие в мирное время на затонувших подводных лодках и при авариях. Рядом маяк и вид на море, на залив Кольский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Идем дальше. Еще одна достопримечательность Мурманска – самые северные в мире троллейбусы. Единственные троллейбусы, которые за полярным кругом находятся в Мурманске. Так они выглядят, такие симпатичные. Зимой очень интересно смотреть, как они идут и искрят. Когда замерзают их провода, они едут и искрят. Смотрится любопытно. Дома в городе представляют собой в основном старый фонд, новостроек очень мало. Не знаю, с чем это связано, вроде такой стратегически важный город. В незамерзающем порту, единственном в мире, за полярным кругом, где проходят корабли по Северному морскому пути, ловят рыбу, но, несмотря на это, новостроек строится крайне мало. В основном люди живут в старом фонде. Местами в городе попадается вот такое зодчество. Не часто, но бывает. В Мурманске попадаются старые районы города. Например, это мы сейчас находимся в районе Жилстрой, где домики такие небольшие, неказистые. Местами попадаются деревянные дома, которых, кстати, к столетию Мурманска не должно было быть по предвыборной программе. В Мурманске находится самый северный океанариум в мире, в районе Семеновское озеро. Вот так он выглядит со стороны. Он, конечно, не очень большой, если его сравнивать с питерскими океанариумами, то он существенно меньше, проще, но для галочки сходить можно. Режим работы океанариума. Стоимость билетов: взрослый 400 рублей, детский 300. Видеосъемка платная, 100 рублей. Картина «Два тюленя». Здесь находится детский парк с аттракционами. В хорошую погоду здесь много людей, особенно по выходным. Цены следующие. От 200 до 250 рублей. Символ города – кот Семен. По легенде, кот поехал со своими хозяевами в отпуск в Подмосковье. Он где-то потерялся,
и вернулся сам своим ходом в Мурманск к своим хозяевам через 6 лет. То есть 6 лет он шел, как-то добирался из Подмосковья, но все ж таки вернулся. В честь него сделали памятник. Семеновское озеро в Мурманске. Популярное место вот это у мурманчан, по крайней мере в хорошую погоду, так как оно находится на высоте примерно 100 метров над уровнем моря, то поэтому лучше сюда приходить, когда тепло. Можно покататься на лодочке, но в такую погоду не очень хочется, если честно. Подписывайтесь на канал. Красота северная. Лодочная станция. Катамаран полчаса 470 рублей. Лодочный катер полчаса 225 рублей. Лодка весельная трехместная 300 рублей полчаса. Такие цены. Это вам, конечно, не Алания. В центре города есть симпатичный фонтан, но нам не повезло. Его закрыли на ремонт. Обслуживают. А так фонтан очень красивый. Симпатичный парк в центре Мурманска. На деревьях очень много рябины. Прям красные деревья. Листвы уже нет, осень, но рябина украшает город. Мурманск относительно молодой город, ему всего 105 лет. Первое его название было Романов на Мурмане. Это последний город, созданный при Николае II в царской России. Через год большевики его переименовали в город Мурманск. Несмотря на то, что климат города не самый благоприятный для велосипедов, в городе есть прокат велосипедов. Инфраструктура присутствует. Сейчас посмотрим, сколько стоит. 155 рублей в сутки. Такие цены. Магазины, спортивные заведения, банки. Все это есть, как и в любом областном центре. Но единственное, имейте в виду, все стоит здесь процентов на 30-50 дороже, чем в средней полосе, чем в Питере. Потому что крайний север, доставить все сюда сложнее. Ну и, видимо, с какими-то еще причинами связано. Зарплаты, наверное, повыше, чем в средней полосе. Коммунальная плата существенно выше. Например, за квартиру 52 метра год назад мы платили в месяц 9000 рублей. Это без интернета, просто коммунальные платежи. Причем эти коммунальные платежи одинаково и зимой, и летом. То есть зимой, хотя отопления нет, в квартирах холодина, потому что на улице, как правило, в районе 10-13 градусов. Но коммунальный платеж все равно идет 9000 рублей. Никто скидку на это не делает. Имейте в виду. Задумаетесь переезжать на крайний север. Кольский залив и мост через него. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Попробовали мы ежей. Вкусно. Когда свежие, вообще очень вкусные. Полезное свойство морского ежа. В общем, все он улучшает. Жить будете вечно, если попробуете.